Всем привет! Меня зовут Алексей Тарахтий, рядом со мной Ребекка Коха. Сегодня мы поговорим о рывке, мы покажем его, как отрабатывать и как поднимать впоследствии. Поехали! Первое, с чего я рекомендую вам начать изучение рывка, это определение вашего рывкового хвата. Для этого я вам покажу два разных пути. Первый. Для этого нужно руку расположить параллельно полу. И вторую руку нужно направить параллельно ровно вверх. Если вы сделаете все правильно, у вас получится угол 90 градусов. Именно и это положение ваших рук на палочке и будет ваш рывковый хват. Опция номер два. Одна рука параллельно полу, вторую руку мы сгинаем и образовываем угол 90 градусов между предплечьем и палочкой. То же самое. Сохраняем. Это и есть ваш рывковый хват. Теперь самое внимательное. Мы определили, мы идем к штанге и прикладываем тот хват, который у нас есть, который мы определили с вами пару секунд назад, прикладываем к штанге и переносим его на штангу. Пожалуйста, не делайте вот это вот со штангой, потому что пару раз я видел такое подобное в Бразилии, после этого у людей болели плечи. Поэтому внимательно с этим. Поехали дальше. Всю прогрессию в рывке я предлагаю разделить на 6 частей, и мы их будем отрабатывать сверху вниз. То есть сначала мы поговорим о положении штанги над головой, и потом постепенно мы спустимся к стартовому положению. В этом нам и поможет Ребекка. Мы ей передаем флаг первенства, определяем, видите как сразу, определяем ширину хвата, опускаем палочку на плечи и делаем жим. Я специально попросил Ребекку делать неправильно, чтобы вам показать, как все-таки нужно делать правильно. Мы сейчас покажем с этой стороны. Мы сводим лопатки вместе и поднимаем плечи вверх к нашим ушам. В таком положении, если вы обратите внимание, наша внутренняя часть локтя смотрит вперед. Мы специально не делаем внутреннее вращение, external or internal rotation. Все получается автоматически. Об этом мы отдельно запишем видео и поговорим об этом немножко позже. Мы сделаем данный жим 4 раза. Выжимаем, сводим лопатки, плечи вверх. Опять выжимаем. Вы при просмотре, если вы будете это отрабатывать в зале, можете сделать 3-4 подхода по 8-10 раз с палочкой, с легкой. Я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы понять, как это работает. Следующее. Мы отработаем с вами приседания со штангой над головой. Для этого мы повторяем то же самое, что мы делали до этого. Мы делаем жим. Мы сводим лопатки вместе и поднимаем плечи к нашим ушам и садимся медленно вниз. При этом мы разводим наши колени в стороны и отводим таз назад. И наша задача расположить наш живот между ног. Особенно для тех, кто выступает в категории 90 и больше. Встаем и повторяем 3 раза. Сейчас мы покажем вам вот с этого положения. Обратите внимание, колени в стороны, таз назад. Если провести центр of gravity, мы увидим, что штанга проходит через все наше тело, и именно середина стопы является центром центра gravity. Центром тяжести. Спасибо. Все, встаем. Следующая фаза. Рывковая протяжка. Для этого опять же мы рывковый хват. Принимаем стартовое положение. Ноги прямые, руки прямые. И начинаем именно с этой позиции поднимать палочку вверх, направляя наши локти вверх. Локтями локти направляем вверх. Доходим до уровня груди и начинаем вращение руками. И дальше то, что мы делали до этого. Сводим лопатки вместе и поднимаем наши плечи к ушам. Повторяем 3 раза еще. Прошу, пожалуйста, обратить внимание. Во время того, когда мы тянем палочку вверх, желательно, чтобы она касалась нашего тела. Потому что наша задача при отработке данного движения сделать так, чтобы штанга как можно ближе перемещалась к нашему телу. Еще раз. И теперь приседаем.
То есть мы, получается, изучаем каждый раз новую часть, добавляем ее к старой и повторяем. Встаем. Супер. Следующее. В английском называется second pull и подрыв. Для этого мы, сейчас я покажу, возьму палочку. Для этого мы, опять же, рывковым хватом мы принимаем стартовое положение, при котором наше плечо, мы подсаживаемся, и в этом положении наше плечо и наше колено должно быть в одной вертикальной прямой. В этом положении хочу обратить ваше внимание, что значит подсесть. Мы делаем один шаг до полного выпрямления. Вот это вот перевыпрямление, вот это вот полное выпрямление, вот это вот один шаг до полного выпрямления. То есть именно это положение мы будем использовать, потому что это последняя, можно сказать, последняя позиция перед полным выпрямлением в рывке. Мы принимаем это стартовое положение, и мы делаем просто 3 касания, 3 удара. Почему мы принимаем именно это положение? Потому что в этом положении, если мы будем делать так называемые удары, я знаю, что многие не нравится это выражение и это слово, мы не будем отбивать лобковую кость. Если мы станем вот в таком положении, когда мы будем делать то же самое движение, мы будем бить по лобковой кости, и, конечно же, от этого будет больно. То, что очень часто встречается в интернете от людей вопросы. Дальше. Мы делаем то же самое положение, только мы делаем удар и дорабатываем движение локтями вверх. Мы, как бы, получается, отрабатываем подрыв, и после подрыва направляем штангу вверх за счет того, что тянем локти вверх. Делай еще раз, пожалуйста. Вот. Супер. Для вас это, конечно же, мы делаем это немножко быстрее, для вас на это понадобится 3-4 подхода по 10 раз, чтобы вы осознали и прочувствовали, как все-таки делать это движение. Дальше мы делаем подсет и располагаем штангу, медленно опускаемся вниз до того положения, когда штанга у нас будет над коленом. В этом положении проверяем стойку. Наше плечо должно быть выглядывать немножко спереди, чем наше колено. Для рывка это очень важно, потому что в толчке у нас, в принципе, наше плечо и наше колено находятся на одной вертикальной линии. В рывке мы накрываем больше. С этого положения мы отведем палочку чуть вперед. И в момент, когда мы расслабим руки, палочка будет падать вниз, и мы будем делать выпрямление ногами. Подводи палочку. Наша задача сделать контакт палочки с нашим телом в момент, когда мы сделаем полное выпрямление ног. Можешь еще раз показать? Стартовое положение. Штанга находится над коленом. Отводим вперед. И делаем выпрямление и касаемся туловища. Еще раз, пожалуйста. Теперь соединяем все это вместе. Теперь мы делаем, опять же, примем стартовое положение. Штанга будет над коленом. Мы отведем ее так же, как мы делали вперед. Будем делать выпрямление ног, касание в месте, где мы делали удары. И дорабатываем локтями вверх. У нас получится практически полное движение, так называемая высокая тяга. Повторяем 3 раза. Супер. Есть. Следующее. Самое главное, так как у нас в тяжелой атлетике очень часто говорится, что маленькие ошибки в стартовом положении приводят к большим ошибкам над головой. Поэтому сейчас мы поговорим с вами о стартовом положении. Для этого мы сейчас специально примем неправильное стартовое положение. И мы поговорим с вами о том, как же все-таки проверить самого себя, если вы тренируетесь одни, без тренера. Для этого нужно, первое, проверить, чтобы ваши руки и ваша спина была прямая. После этого нужно проверить, чтобы ваше плечо выглядывало чуть вперед за вашими коленями. То есть колени должны быть за... Если провести вертикальную прямую, то ваши колени должны быть за вашими плечами. И как можно ближе подтягиваем штангу к нашим ногам. После этого делаем выпрямление до подрыва. Данное движение можно отрабатывать как с остановками над коленом, под коленом, с небольшим весом, начиная с 50% от вашего лучшего веса. Опускаемся вниз. И делаем таких 2-3 подхода по 8-10 раз, отрабатывая просто движение. Опять же, обращу ваше внимание, что колени мы разводим в стороны, накрываем, спина прямая, руки прямые.
Дальше мы комбинируем стартовое положение, тягу и подрыв. То есть мы, получается, примем стартовое положение, будем делать выпрямление. Когда мы дойдем до подрыва, мы сделаем подрыв и направим движение за счет того, что направим локти вверх. И зафиксируем штангу над головой. Еще пару раз. Следующее. Данное движение, в принципе, находится что-то между рывковой протяжкой и рывком классическим, поэтому для того, чтобы отработать рывковый уход, скорость ухода под штангу и разброс ног, рекомендуется делать рывковые уходы. Для этого мы сейчас положим штангу, либо опять же палочку на плечи, выйдем на носок, посчитаем 1, 2 и на 3, резко уйдем под штангу. С фиксацией штанги над головой. 1, 2, 3. Обращаю ваше внимание, опять же, живот находится между ног, сведены лопатки, поднятые к ушам, стопа и колено смотрят в одном и том же направлении. Встаем. Теперь мы соединим все вместе. Стартовое положение, тягу, подрыв. Направим наши локти вверх, зафиксируем штангу над головой и сделаем уход, то есть сделаем полностью рывок. Все-таки покажем им рывок. Стартовое положение, колени в стороны, руки прямые, движение, прыжок и уход под штангу. Слушай, ну, это слишком, мне кажется, это слишком красиво для этого видео. Вот и все, очень просто. Отрабатываем все частями, дополняем большими килограммами и выкладываем свое видео в Instagram с хэштегом Тарахти и Ганг. Спасибо, до встречи.